Дорогие друзья, в нашей галерее студии «Ракурс» сегодня опять Эстелла Мунтян. Я очень рада приветствовать сегодня Эстеллу и в такой удивительной волшебной обстановке. Сегодня необыкновенный день. Сегодня у нас будет необыкновенный разговор. Мы поговорим с Эстеллой о том, что остается за дверями кабинета, о том, что остается за экраном ее деятельности. Мы говорим о той Эстелле Мунтян, волшебнице, удивительной, интересной, яркой личности, которую почти никто не знает. Итак, у нас в гостях Эстелла Мунтян. Мы не говорим сегодня, что это художник. Мы даже не отметим ее 27 лет рабочего стажа, в том числе и, так сказать, педагогического стажа, 35 рабочего. Мы не будем сегодня говорить даже о ее коллегах и о ее учителях. Но мы сегодня немножко поговорим о ее студентах. Мы немножко поговорим о магии в ее жизни. И мы немножко поговорим о том, что нас ждет впереди. Итак, Эстелла Мунтян. Стеллочка, мы в прошлый раз задели такую тему по поводу того, что благодарные студенты, мы их видели, кстати, на открытии вашей персоналки, у вас замечательные были отзывы, чудесная девушка Вера, из какой страны она была? Из Италии. Из Италии. Ну, я вам скажу, что было очень приятно, что люди, несмотря на то, что очень, так сказать, короткое время нахождения в Одессе, нашли время прийти к своей учительнице и поздравить ее с персональной выставкой и рассказать, как они ее любят. А потом влетела наша потрясающая Мария Гонзалес Леон. Бог ты мой, красавица, очаровательная обладательница Гран-при. И принесла тот диплом, который мы с удовольствием, так сказать, лицезрели, диплом для вашего педагога, да, для ее педагога, конкретно для Эстеллы Мунтян. Скажите мне немножечко, вот в чем секрет такого желания и яркости? Я знала очень многих ваших студентов. Только в этом году какой-то интересный выпуск. Вы знаете, вот как знаки говорят о чем-то, что вот, ну вот не всегда вот так. Горение было всегда. И студенты даже с других каких-то факультетов или с каких-то других курсов. Или Эстелла могла взять вообще первокурсников, другого педагога, и вдруг они у нее выдавали какой-то невероятный шедевр, там какие-то розы, заросли, а люди вообще еще как бы не работали с красками, и у них открывался как поток. Причем их стремление участвовать в ее проектах всегда было повышенным. Вот мы поговорим о тех студентах, которые составляли костяк вашей деятельности, которым вы свою душу как бы дарили. Вот расскажите немножечко, в чем секрет? Секрет простой. Не выстраивать границ, относиться к людям так, как к себе. И еще тот пласт духовных практик, который я прошла, научил меня не реагировать на эмоциональное состояние, которое сиюминутное у людей, и смотреть на ситуацию шире. То есть у меня нет врагов. Все люди, с которыми я сталкиваюсь, это мои учителя. И я отношусь к своим студентам как к учителям. Потом, для меня важно раскрыть потенциал. Его, ну, видимо, природное качество мое, я вижу сразу. Я вижу, что человек природный живописец, колорист, или же он график, или же он скульптор. То есть это как-то, я не знаю, на тонком уровне видно. И когда я вижу потухший взгляд, я понимаю, что то ли в школе, может быть даже где-то в раннем детстве кто-то ранил некорректным замечанием. Закрыл. Закрыл человеку дорогу. Или все время говорят, ну, тебе еще рано, ты еще не созрел. Ну, куда ты лезешь по копаному? Да, ну да. Ну, какое-то вот, я не понимаю, соперничество в творческой сфере, потому что каждый человек все равно занимает свою нишу. И как цветов
много не бывает, допустим, в живописном произведении, так и творческих людей много не бывает. Чем больше творцов, тем лучше. Не бывает в творческих профессиях конкуренции. И некоторые мои педагоги, я не буду их называть, говорят, что мы растим себе могильщиков. Я считаю, что мы растим смену. Мы растим тех, кто будет продолжать наше дело, те, кто вот эту вот подхватят ту энергию, которая, в общем-то, ее пощупать нельзя, ее нельзя, ну, даже где-то, может быть, осознать. Та энергия, которая вырабатывается в тот момент, когда человек творит, она точно так же, как и сексуальная энергия, они приравниваются друг к другу, она никогда не умирает. То есть мы, как энергетические такие машины, производящие энергию, но энергия разного. Мы заговорили за энергии. Вы знаете, я все время оглядываюсь на удивительно при Эстелле происходят удивительные вещи. И вот сейчас треснул подсвечник, и треснул потому, что в нем огонь очень серьезно пытался нам что-то сказать. И это просто удивительно, это удивляет. Я хочу сказать, что на секундочку вас перебью, только почему? Вы сказали о тех горе-педагогах, которые говорят, мы растим себе могильников. Это педагоги, видимо, абсолютно новой формации. Я хотела сказать о студентах новой формации, которые фактически, ну, как это сказать, пофигизм, дело здоровое. Вот. Но, к сожалению, бывает еще более печальная картина, когда педагог новой формации. И, наверное, это касается только педагогов новой формации, потому что старые формации, педагоги, это были учителя с большой буквы. Они не растили себе могильников, они старались вложить и передать знания, чтобы эти люди шли дальше и несли эти знания дальше. Поэтому вот вы относитесь к той классической плеяде педагогов, которые всю душу вкладывают в своих студентов. И я знаю, что ваши студенты являются участниками большинства международных проектов, которые проходят в Украине и в Одессе. Более того, вам этого мало, вы еще добавляете и свои проекты, и также делаете их международными. Вот немножечко вот о линии ваших планов, ваших проектов, что вы смогли осуществить, что хочется осуществить. Ну, хочется сейчас подать заявку на побитие рекордов. И мы молчим какую, нас предупредил секретарь. Да. Я хочу 3 заявки дать на побитие 3 рекордов. То есть следующий год... Дайте мне таблетку от жадности, только самую большую. Ну, если назревают проекты, почему бы не воспользоваться ситуацией и не сделать это достоянием народа. Я вам скажу, что Эстелла Мунтян в последнее время, я скажу так с гордостью и самолюбованием, когда мы стали сотрудничать, она фонтанирует проектами. Вот, Да, поэтому... благодаря Маргарите. Да, спасибо большое. Но я имею в виду это, я пошутила, конечно. Я пошутила. Наверное, мое влияние сказывается в том, что я показываю пример людям смелости, обезбашенности и вот того здорового авантюризма, а была не была. Куража. И да, и этот кураж помогает, потому что не случается. Если ты чего-то очень хочешь, вы знаете, «Алые паруса», Глиновский фестиваль, мы творим мечту своими руками. Если чего-то очень хочется, очень-очень, то мы можем сделать все, чтобы наша мечта стала былью. Поэтому Эстелла Мунтян, насмотревшись на Риту Колобову, решила, пронесет. И действительно, пространство буквально подарило волну удачи, на которой Эстелла Мунтян сейчас проводит уже 4-й, наверное, свой проект, если не больше, которые действительно несут интереснейшую информационную градацию пространству. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Немножечко поговорим о том, о чем не говорят в странах, вернее, в стенах педагогического университета.
Вот мы поговорим о том, что является уже достоянием и знаниями, теми волшебными знаниями, которые несет сама Эстела Монтян. Вы заявили о практиках, которые, не заявили, вы упомянули, скажем так, более правильно. Вы упомянули о практиках, которые вы проходили. А что это за были практики? 6 лет занималась в школе Глоба астрологией, прошла 3 курса. Потом занималась Джун Юань Цигун, 2 ступеньки прошла. Колобова 3 прошла. Я. Саса. Но мне приятно, что оказывается со мной рядом человек, который тоже знает цигун. Потом стезя волхвов. Это у нас есть одесский волхв, и он проводил, волхазар, и он проводил практики по возрождению славянских традиций. А смотрите, как Бог порвет людей. Вот цигун Сюйминтан когда-то нам сказал, Сюйминтан привез к цигуну в Одессу, это было когда-то, и проводником к Сюйминтану был Валерий Николаевич Зыков. Я всегда говорю своим учителям спасибо, и даже если сейчас Валерий Николаевич где-то как-то услышит или увидит, я вас люблю, мой учитель, и сенсей Нирей, я всегда вам буду благодарна. Именно Валерий Николаевич Зыков нас привел когда-то к удивительному странному человеку, который был сюйминтан, который был из Китая и который принес нам цигун. Первую ступень мы проходили с улыбкой. Сенсей сказал, мы делаем. Вторую ступень мы проходили очень интересно. На 3-ю ступень были допущены не все. Но я вам скажу, да, была еще 4-я ступень, но я вам скажу такую вещь. Как Бог вдруг дает мне людей, которые проходили цигун. Рядом со мной оказался человек, который работал рейки. Он, в общем-то, был... Это Сергей Брайко. Его сейчас нет, но вы узнали одну из тайн этого человека. Он потрясающе владеет рейки. Более того, он видит ауры. Более того, он видит состояние. Это удивительный человек. Но мы об этом молчим. Так вот, у нас, конечно, цигун владеет Махин. И, конечно же, вдруг я вижу и слышу, что у меня сестра. Мы теперь еще сестры по цигуну. И вы говорили о Волхазаре, а у меня есть Светозар. Вы видите тоже? Вот интересно. То есть у каждой из нас есть свой волшебник и маг рядом. А что еще? Хочу упомянуть про Лювену. Виктора Юрченко. Ох, Виктора Юрченко! Я даже с ним поздоровалась и поговорила по телефону. Эстелла так много говорила об этом человеке. Это сейчас при камере, как положено при студентах, она сдержана и хороша. Когда ее что-то волнует и как-то она горит, бог ты мой, вы бы видели это, я даже не могу вам передать, как сверкают ее глаза. И, конечно же, она столько мне говорила об этом Викторе, как он поднял ее маму, как он невероятный человек. И все. И я ему позвонила, мы с ним договорились, что когда он будет иметь время, он приедет ко мне в гости, и мы, кстати, с ним здесь можем увидеться. Кто же это такой Юрченко? А кто еще? Ну и еще Элина Стукас, это психолог, она вела курсы королев. Я вам скажу, что просто нечего поставить в ответ, кроме Нарбекова. У Нарбекова мы тоже ходили все обнарбеканные королевы, поэтому Нарбеков, наверное, так сказать, не слабее Елены. Хотя, я вам скажу, все это замечательно. Почему я провожу сейчас эти аналогии? Эстелла сдержана, она пришла с работы, она еще не вышла из роли педагога, и она не может включиться в такую живую беседу, скажем так, по душам, тем более, какие по душам, если тут камера. Ха-ха. Но это может только Рита Колобова говорить на камеру по душам. Но я хочу просто сказать про Нарбекова. Нарбеков – удивительнейший человек, который также нам давал корону, только ту корону, которую мы носим до сих пор. И до сих пор, как вы видите, осанка и улыбка у Риты Колобовой в любой ситуации. А теперь мы вернемся к Эстелле Монтян. Я очень хочу ее немножко расшевелить. Значит, когда пространство выносит нас, вот казалось бы, позвали куда-то, не пришли, а мы оказались в определенном месте.
пространство просто так нас куда-то не посылает. Нужно Она смотреть, начала раскрываться. нужно посмотреть, что вокруг, почему мы в данный момент в этом месте присутствуем. Ну вот точно так же меня подманули, подвели, и я оказалась на Екатерининской. Думаю, что здесь такого, куда я должна пойти, на что я должна обратить внимание. Ой, подманула, подвела. Боже мой. Там был магазинчик Terra Incognita. Ну, так как я любопытный человек, я туда нырнула. А там как раз Наталья Александрова, нумеролог, О, хитрая лиса, Наталья Александровна. очень Ну-ну. харизматичная, божественно Очень прекрасная харизматичная, женщина. да. И она как раз набирала на курс нумерологии. То есть она давала как презентацию. Потом там же встретила инструктора по силе Берегини. И, в общем, я тогда и на нумерологию пошла, и на женские практики. То есть сила Берегини включает в себя 27 упражнений, которые считаются получены в 3 странах к ченнелинговым способам женщинам. Ну, ими могут заниматься только женщины для поднятия своей энергетики. И ну, Россия, Украина, Беларусь, естественно, получили этот ченнелинг. Потому что это, видимо, родственные братские Да. вибрации. Угу. И эта практика, она родом еще с Трипилля. Поэтому и символика каждого упражнения еще трипийская. Получается, существует 20 в христианстве 27 канонических образов Божьей Матери. Так вот, оказывается, это еще родом оттуда, потому что существует 27 символов Берегини. Берегинь. И это упражнение дает, продлевает молодость, Все дает новое, хорошо забытое старое. исполнение желаний, материализацию в пространстве через тело. Ну и прокачку энергии. А я-то думала, это я рядом. Оказывается, тут практики работать начали. Я шучу. Потом существует еще духовный учитель. Еще я Дмитрия Троцкого не упомянула. Это вообще ее любовь. Вы знаете, невероятно. Она приехала от встречи с Дмитрием Троцким. Влюбленная девчонка. Боже, она сверкала. Она говорила о Троцком, все ее разговоры были о Троцком. Ах, это красавчик. Ах, это умница. Боже, он мне открыл всю мою жизнь, он мне рассказал все мои ответы, он мне показал все вопросы и все ответы. В общем, короче, Троцкий это была просто, ну я не знаю, фишка, наверное, месяцев 3. Я была под впечатлением Дмитрия Троцкого. И я заказала в книжном клубе, что вы думаете, книгу Троцкого. И что вы думаете, эта книга пошла по рукам. Я ее таки еще не читала. Так что, Дмитрий Троцкий, мы вас также будем ждать в Одессе, если вы нас услышите в интернете. Итак, да, продолжаем. Ну и духовные учителя, которые приходят через фильмы, через книги. Ух ты! Это Вадим Зеланд, Ах, это да. Уолш, беседы с Богом, это фильмы «Секрет», Хорошая, да. это книги Кастанеды, Ух ты ж. это Ирина Белозерская, это ну, еще ряд учителей, которые сейчас под впечатлением, может, и не вспомню. Я тоже под впечатлением. Но я благодарна всем этим людям, которые, в общем-то, раскрывают мой потенциал и дарят мне вот эту энергию открытия, вот эту энергию познания, энергию, которая насыщает эмоциями, радует и заставляет творить. Поэтому я этим людям очень благодарна. Сказать, что Эстела Мунтян настолько удивительная личность, настолько яркая. Когда я впервые увидела ее работы, я сразу отметила сарьяновскую яркость красок. Но у меня почему-то вдруг подумалось Сарьян, Мунтян. Думаю, ой, какое созвучие фамилий, неспроста. И вот
вот эта сарьяновская чистота красок, которую она в своих работах смело, абсолютно обезбашенно, легко, ну настолько ярко преподносит и дарит, она меня ввела в заблуждение. Потому что я думала, что она пишет вот именно так. Ну, сарьяновская школа, что ты возьмешь? И вдруг я открываю совершенно новую Эстеллу Мунтян. Она мне открывается как импрессионист. Ее, оказывается, увлекает техника одиночного мазка, да, как называется? Раздельного мазка. Ну вот раздельный мазок хоть ты три. Наверное, свойственный больше людям, которые хотели бы быть скульпторами. Может быть, где-то на внутреннем тонком плане они лепят форму пространства вот этими отдельными мазками. Вот так нас когда-то учили делать скульптуру. То есть мы делали сначала остов, и, конечно же, мы его потом уже выстраивали. Вот мы построение делали именно маленькими такими вот небольшими мощными там пластами материала, а такими по чуть-чуть, каждую мышечку, каждую там струночку, каждую жилочку мы давали отдельным кусочкам, и это все потом создавало объем и форму и жизнь. То есть у Эстеллы Мунтян такой объем и форму и жизнь дают ее вот эти вот техника раздельного мазка, которые написаны некоторые ее чудеснейшие натюрморты и пейзажи. Она передает ее к своим студентам. И студенты заражаются этой техникой. И даже китаец у нас Йонг Джон... Джен Ихао, он попытался тоже, вы знаете, я даже поразилась, я узнала, что то, что передо мной, это не импрессионизм, а это первокурсник, еще и китаец. И вот так вот на него повлияла удивительная наша Эстелла Мунтян. Расскажите немножко. Эту технику я переняла от своего педагога Людмилы Васильевны Фарапоновой. Она удивительный человек, очень тонко чувствующий и тонкий колорист. Она никогда не писала большие работы. Серия ее творческих работ составляла обычно этюдного плана. Но она была влюблена, вот она любовалась вот составлением этих мазков. У нее было такой вот, ну, такой нрав немножко бунтарский. Она водолей, она такая новаторша. Всегда говорила то, что думает. Она этим... А кто вы по знаку зодиака? Не всем нравилось. Я близнец. Ага. Типичный. Типичный. А я-то смотрю, как она перерождается с одного образа в другой. Причем плавно, гармонично. И? Ну, и я эту технику применяю. Первое, что я даю в плане обучения живописи, именно эту технику. Она позволяет не копировать произведение, сочинять его. Она дает понятие предметного цвета и пространственных отношений. Она позволяет увидеть основные контрасты. Это теплохолодности, светлотный и цветовой в работе. И она помогает создать гармоничную композицию в плане колорита. Да, кстати, да, я это заметила. В ваших работах это всегда присутствует. Это и в работах студентов. взаимопроникновение цвета. Эта техника позволяет миновать черный период в живописи, который, как правило, бывает у студентов. Но благодаря этой технике даже первокурсники очень легко и быстро осваивают технику масляной живописи. Поэтому они с удовольствием творят, потому что у них... Начинает получаться? Да, у них начинает получаться и не бывает ошибок. Обычно, когда люди долго не пишут, вот они привыкли, допустим, лепить крупными текстурными мазками, но какой-то период они не пишут, потом для того, чтобы вернуться опять в живопись, нужно применить эту технику. Тогда вход обратно, как бы вот это... Ну, обычно навыки теряются, если человек долго не работает профессионально. Остается только память мышц. Да, но эта техника, это как для самообразования. Зная ее основные принципы построения формы, лепка формы, световоздушная среда, объем, как передается. Если это все знать, то художника можно взять с улицы человека и сделать из него художника.
Ну, зачастую сейчас это стало модным веянием, и я вам скажу, в этом есть очень большая позитивная, скажем так, сторона. Люди, которые совершенно не касались искусства, вдруг ощущают себя творцами. И вы знаете, это очень важно для молодежи. Почему? Потому что очень много из них не уверены в себе. И я видела у Эстеллы Мунтян, например, среди ее студентов, мальчишку, который вот пришел, например, на курс. Я не знаю, зачем он пошел, да и он не знает зачем. Он совершенно не приспособлен был к этому. Я говорю, а ты хотел вообще идти в живопись? Он говорит, да нет, мне все равно. То есть ему мама казала, деньги заплатили, сейчас все так просто делается. Сумму внесли, пока не отчислят, он спокойно там, так сказать, и будет занимать место. Но когда он овладевает вот этой техникой, и вдруг, оба-на, а у него начинает получаться, и он ощущает себя вот таким вот, скажем так, создателем, конечно же, его глаза совершенно иначе уже горят в следующий раз. И, конечно же, он уже понимает, он видит, что у него получается. Эстелла Мунтян работает с особыми детьми. Это тоже очень тонкая грань, и это удивительный талант этой женщины. Мы когда-то работали с особыми детьми только как арт-терапевты. Это было очень серьезное и очень хорошее время. Тогда арт-терапии еще не было как вообще в природе не было такого составляющей модного названия, которое сейчас на каждом шагу. И тоже большое благо, что это на каждом шагу, потому что арт-терапия становится все более востребованной. Так вот, помимо арт-терапии, она умудряется с этими людьми работать и умудряется из них делать такие, да, творцов, достойных того, чтобы они жили в социуме. И они начинают общаться в социуме после того, как они общаются с Эстеллой Мунтян. И это действительно один из феноменов. Ну, Эстелла. Я тонкость, один секрет открою. Давайте. Значит, когда я подхожу к такому человеку, я понимаю, что где-то существуют блоки. И нельзя судить, осуждать, думать, почему это так. Лучше не задавать Вселенной глупых вопросов, иначе она начинает отвечать событиями личной жизни. Поэтому можно цитировать на каждом шагу. Поэтому я подхожу и от сердца к Богу как луч посылаю в плазменный океан энергии, а потом на этого человека со словами «я тебя люблю». А вы знаете, в моих практиках было отпускать человека. Отпускаю тебя с любовью. Вы видите, как интересно переплетается и там есть слово «люблю». Есть слово «с любовью». На этом удивительном тонком плане Эстелле Мунтян, наверное, нет равных. Педагогический университет Тушинского, кстати, наверное, вел бы не такую яркую жизнь и не так был бы известен, если бы не те интереснейшие проекты, которые там проводят его педагоги. И вот ведущим из них является, конечно, Эстелла Мунтян по количеству и баллов, которые она приносит не только своим студентам, не только своей кафедре, но и другим кафедрам. И, конечно же, по самому факту этих людей задействованию бренда Педагогический университет Ушинского в самых лучших и интересных залах. И, конечно же, вы видите, что творится со светом. В нашей студии сегодня «Дорога к волшебству». Мы сегодня все-таки работаем при свечах. Хотя, вы знаете, такие игры со светом вообще впервые на этой территории. И для нас, наверное, это тоже знак, что это будет интересный волшебный разговор. Так как большая часть его уже прошла, а встречи у нас не должны быть очень длинными, я только замечу, что Эстелла Мунтян волшебница во многих-многих, скажем так, областях. И вот сегодня мы попросим ее небольшой прогноз сделать по той школе Глобы, о которой она говорила в начале, что нас ждет, например, в ближайшее время. И на этом мы завершим эту встречу. Сам Пал Палыч Глоба считает планеты злом. Ух! Да. Он говорит, без них было бы намного проще создавать ситуации самим.
жить в пространстве, потому что ну, человек, который плывет по течению, не идет, ну, как бы есть рыба, которая плывет по течению, есть рыба, которая против течения. Мгм. Он сказал, что астрологический прогноз можно игнорировать, потому что 50% даже в самых сложных кармических ситуациях все-таки зависит от желания самого человека. Нам дана свободная воля, и мы можем творить свое настоящее сами. Да, был такой Диоген. У него, почему он был вынужден жить в бочке? Если бы он не жил в бочке, не заточил сам себя в бочку, его где-нибудь или в рабстве держали бы, или в каких-то ситуациях. Ну, что люди сумасшедшего знали- возьмешь, да? Люди знали астрологию, поэтому его жизненный путь был очень тяжел. Когда он был обыкновенным человеком, не философом, его и в плен брали, и в рабстве держали. Тогда он решил пойти на ситуацию. У него тяжелейший гороскоп. У него все планеты по кругу заключены 20 градусов, то есть кармический аспект. То есть такой человек вообще не имеет выхода из клетки. Это конфигурация клетка, заточение. И что мы видим? Диоген известен, и его цитируют. Он пошел на ситуации. Он на Обманул рынке- звезды. Да, он обманул звезды. Он залез в амфору огромных размеров на рынке. Он говорил, смотрите, вот на рынке Не торгуют. могу найти человека, На да, днем с рынке, на огнем. рынке очень многими вещами торгуют. Он говорит, посмотрите, сколько здесь вещей, которые мне не нужны. То есть он вел аскетический образ жизни и своим духовным подвигом заслужил право быть известным у всех народов, которые Ну живут да, на днем с земле. огнем не сыщешь, да? Это от Диогена. Он днем с огнем искал человека. Мгм. А, Итак, какой же прогноз нам готовят звезды на ближайшее время? Вот сейчас конец года идет, предрождественская такая вот волшебная буквально среда. Я же говорю, все зависит от того, как А, мы это и себе- был ответ. Да. Как мы себя спрогнозируем и чего мы хотим. То есть, если мы мысленно через Бога осветим год, он будет светлым, удачным и позитивным. Если мы будем думать о том, что вот будет плохо, а будет еще хуже, да, действительно будет хуже. То есть звезды нам покорны, скажем Значит, так. все практики, которые, в том числе астрология, показали мне, что не существует того, что может заставить. Все в нашей голове. Все блоки, все да или нет в нашей голове. Можно через тело, через разум и через душу решить абсолютно все свои вопросы. Главное найти ответы. Их дают духовные учителя. И они в свое время, каждый пришел и ответил мне на те вопросы, которые были Мгм. актуальны на тот момент. Мгм. Потому что я с 12 лет, вот когда мне было 12 лет, мне впервые попал китайский гороскоп. Боже, сколько восторга было, я такое удовольствие испытывала. Сейчас я к этому отношусь Равнодушно, абсолютно да? спокойно. Ну, Юпитер в следующем году входит в зодиакальный знак Водолея, будет полная компьютеризация, будет онлайн обучение, мы не выйдем за пределы помещений, будем сидеть возле компьютеров. Мгм. Да. Да, но Я вам я этого не хочу, значит, со мной это не произойдет. Абсолютно верно. Ну, вот на этой позитивной мысли, по этой позитивной ноте, на этой позитивной ноте мы завершаем этот разговор. Друзья, каждый хозяин своих звезд, даже не своей судьбы, а своих звезд. Поэтому помните это и загадываем счастье. Поэтому с нами была не просто так, а волею судьбы Эстелла Мунтян. И сегодняшняя волшебная встреча вам всем в помощь. Спасибо. Благодарю тебя. Спасибо, моя Риточка. дорогая. Ты чудо. Спасибо, друзья. До новых встреч.